Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что категорически нельзя делать с фотографиями. Иначе таким образом вы можете притянуть не только проблемы к себе, но и также привлечь беды и неприятности и потерять даже родного и любимого человека. Помните о том, что фотографии – это не просто бумажка, на которой запечатлен какой-то определенный момент. Это более такое энергетически сильное средство. Давайте разбираться вместе с вами. Вы знаете, есть люди, которые любят фотографироваться, и для них у них не проходит без этого и даже одного дня. Ну, а есть и другая категория людей, которую заставить невозможно сделать хотя бы одну фотографию. Они не любят фотографироваться, и это происходит на подсознательном уровне, так как у такого человека более сильное биополе, и оно таким образом ставит блокировку. Часто мы с вами листаем старые альбомы, пересматриваем свои фотографии и даже не задумываемся о том, что каждая из этих фотографий несет свою энергетику. Из-за этого недоброжелатели могут оказывать влияние на судьбу того, кому завидуют, используя его фотографию. Что это касается абсолютно всех видов фотографий, как бумажных, так и на электронных носителях, а также в сетях. Перед тем, как фотографироваться с людьми, вам нужно хорошенько подумать, а нужна ли вам эта фотография, что вы знаете о людях, с которыми собираетесь фотографироваться, и как они относятся к вам. Если на фотографии вы будете изображены с человеком, который вызывает у вас одни негативные эмоции, или с тем, кто недолюбливает вас, завидует вам, злится за что-то, то такая фотография ничего хорошего вам не принесет, а лишь множество проблем, которые будут мешать вам двигаться вперед, осуществлять желаемое и создавать различные неудобства. Если на фотографии возле вас будет находиться человек, у которого на данном жизненном этапе много проблем, черная жизненная полоса, несчастливая судьба, то вы можете переплести ваши энергии, а это в результате переплетет и ваши судьбы. Также, если фотография сделана в полнолуние, вы можете забрать и все проблемы такого человека, а ему взамен отдать свои положительные энергии и события. С фотографиями нужно быть очень осторожными, чтобы, казалось бы, таким безобидным действием не наполнить свою жизнь разрушительным негативом. Фотография обладает силой, она вбирает в себя часть энергетики человека, который на ней изображен. Поэтому не стоит дарить фотографии людям, в которых вы не уверены и каких практически не знаете. Ведь вы не можете быть уверены в том, для чего им нужна ваша фотография и что они с ней сделают, в каких целях будут использовать. Так любой человек, зная, что у вас в жизни все прекрасно, все хорошо, что ваша жизнь складывается успешно, вы ни в чем не нуждаетесь, может через фотографию провести ритуал по энергетическому обмену между вами, что поможет ему привлечь в свою жизнь ваши достижения, а вас оставить без всего, что имеет уже для вас значение. Часто фотографии используют в ритуалах, в обрядах, которые способны принести сильный вред тому, кто на них изображен. Но такая фотография должна быть обязательно оригинальной. Если с нее сделают потом копию, скачают из интернета, это не сможет принести вам вред. Не стоит дарить фотографии вашей второй половинке, особенно до свадьбы. Таким образом, вы притягиваете разлуку, печаль. Такая фотография означает одиночество, и когда вы ее дарите, вы, значит, дарите данному человеку одиночество и с ним притягиваете сильный негатив в ваши отношения. У вас должны быть только совместные фотографии, так как вы пара, а пара всегда и во всем должна быть вместе. Поэтому, заполнив свой альбом правильными фотографиями, вы точно сможете привлечь крепкие отношения, взаимопонимание и любовь. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вашей второй половинки была ваша фотография, подарите совместную фотографию. Это объединит вас и ваши энергии в большом размере.
Есть еще одна народная примета, которая говорит, что не стоит фотографироваться до свадьбы паре, так как это притянет ваши отношения, ссоры, которые могут принести к разрыву. Есть очень простое действие, которое вас от этого обезопасит. Носите при себе всегда горошины черного перца. И перед тем, как фотографироваться, киньте через левое плечо горошину перца и проговорите такие слова: «Перцем плачу, счастливую судьбу притяну». Снимок эту энергию запечатлит, только положительными энергиями нас окружит. Таким действием вы не только не принесете себе вред, но и притянете счастье, а это уже сделает ваши отношения еще крепче. Не стоит слишком и редактировать свои фотографии. Сейчас можно пропускать их через множество фильтров, всевозможных компьютерных редакторов. Многие, к сожалению, люди гоняются за модой и теряют в этот момент положительные энергии, которые сами от себя с помощью этого действия и отталкивают. Фотография должна быть всегда естественной. Вы должны себе нравиться. Глядя на нее, вы должны получать удовольствие. Так вы притянете к себе нужные вам энергии. А когда вы слишком ее редактируете, вы отправляете посыл, что вы недовольны своей внешностью, вам не нравится то, что вы видите, и вы неблагодарны за то, какие вы есть на самом деле, что в результате оставляет вас с сильным негативом наедине, и каждый раз, глядя на такую фотографию, вы только больше и больше будете этот негатив увеличивать. Беременным женщинам не стоит много фотографироваться, особенно это касается фотографий уже на поздних сроках беременности, которые все так любят выставлять на всеобщее обозрение. Такими фотографиями у некоторых людей вы можете вызвать негативные эмоции, снова-таки зависть. Кто-то может захотеть оказаться на вашем месте, пусть и не со зла, но отправить вам ненужные негативные посылы. Не стоит рисковать, сохраняйте свое энергетическое поле в целостности. Таким образом, оно сможет защитить вас и вашего малыша. Когда рождается ребенок, многие родители допускают большую ошибку, стараясь быстрее начать фотографировать малыша, чем могут притянуть зависть других людей, озлобленность. Биополе маленького ребенка очень подвержено любому влиянию извне, поэтому до тех пор, пока он не крещен и не стоит на ногах, не стоит его фотографировать, а также старайтесь поменьше показывать окружающим людям, чтобы потом не жалеть, что что-то произошло. Если вы решили сделать несколько фотографий для семейного альбома, то они должны быть только у вас, но ни в коем случае не у других родственников, пусть даже самых близких и родных вам людях. Когда вы будете делать фотографию, обязательно скажите такие магические слова: «Счастливую судьбу к тебе привлекаю, жизнь благополучием наполняю». Таким действием вы притянете положительные энергии, ну а фотография это все запечатлит. Пока ребенок не крещен, ограничьте фотографии, ведь фотография способна отбирать энергии. Таким действием вы можете отобрать у малыша счастливую судьбу, сделать его подвластным чужому мнению и влиянию. Прежде проведите обряд крещения, а дальше фотографируйте, так вы защитите его от различных неприятностей. Часто, когда фотография не нравится, ее что пытаются сделать? Уничтожить. Режут, рвут, поджигают. Но делать это неправильно. Нельзя. Вы таким образом разрушаете свое энергетическое поле. Ведь фотография непосредственно связана с человеком, который на ней изображен. Этим действием вы можете разрушить свою жизнь, привлечь в нее проблемы со здоровьем. У вас могут появиться головные боли. Могут появиться и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Будут болеть ноги, подниматься давление, появится слабость. Если сделать обследование, то оно в таком случае не покажет никаких отклонений, а человек будет чувствовать постоянно недомогание и слабость. Обязательно нужно в таком случае восстановить энергетическое поле. Если у вас такое произошло, возьмите банку или стакан, главное, чтобы обязательно емкость была из стекла, и насыпьте в нее 3 щепотки соли. Далее разместите емкость на уровне своей груди и помешайте 7 раз по часовой стрелке. Затем этой емкостью с соляным раствором сделайте 3 круга по часовой стрелке по своему силуэту, и при этом проговорите обязательно такие слова: «Энергетическое поле, мое вода восстанови, соль негатив весь меня собери и убери».
Проделав это, воду обязательно вылейте, а емкость помойте. И у вас сразу уйдут после проделанного проблемы и, что немаловажно, даже улучшится ваше самочувствие. Также нельзя, вот категорически нельзя класть свою фотографию к умершему человеку, иначе таким образом вы разрушаете свою энергетику, которую восстановить уже будет практически невозможно. Вы будете постоянно находиться в депрессии, вас будут преследовать какие-то страхи, вам будет казаться, что рядом все время кто-то находится. Вы станете подвержены чужому влиянию, вас легко будут сглазить или наслать на вас порчу. Вы будете подвержены даже простому негативному посылу. Все это наполнит вашу жизнь постоянными проблемами. Научитесь вообще никаких фотографий не класть в гроб к покойному человеку. Помните о том, что мир мертвых и мир живых – это два разных мира. И не нарушайте те правила, которые передавали наши предки. Уже мертвому телу это ни к чему. А вот сущностям низшего порядка – это прямо лакомство. И обращаем ваше внимание, именно вот такая вот оплошность, вот такая вот ошибка может человеку стоить даже жизни. Также помните о том, что не стоит спать в одной комнате с фотографиями тех людей, которых нет уже в мире живых. Такая фотография, к сожалению, имеет тяжелую энергетику, а это означает, что может отбирать ваши энергии. Вы знаете, что когда человек спит, его биополе в этот момент слабее всего и подвержено различному влиянию, а вы в этот момент окружите себя ненужной для вас энергетикой, которая будет разрушать с каждым днем вашу. Для таких фотографий должен быть у вас отдельный альбом. Но если вы слишком хотите разместить фотографию умершего человека, сделайте тогда это в том месте, где меньше всего проводите времени. Так ваше биополе не будет успевать разрушаться. Не стоит фотографировать и места с негативной энергетикой. Такая фотография, которая находится в вашем доме, будет не только приносить вам вред, но и будет разрушать энергетику вашего жилья. Чем хуже место изображено на фотографии, тем больше она будет приносить вам вред. В доме начнет ломаться техника, будут происходить какие-то постоянные выяснения отношений между членами семьи, будут постоянно ссоры, скандалы, будут хотеться даже побыстрее выйти из своего дома или квартиры. Вы будете стараться открывать как можно чаще окна, и с каждым днем все это будет становиться, к сожалению, только хуже, ведь негатив будет больше и больше наполнять ваше жилье. Такая фотография не будет стоить такого негатива, который вы притянете в свою жизнь. Далее, друзья, возле семейной пары в отношениях никогда на фотографии не должно быть третьего человека. Либо парное число, либо только вы вдвоем. Иначе у вас начнутся проблемы в отношениях. В некоторых случаях может даже произойти измена. Также говорят, что если у людей, которые изображены по бокам от того, кто стоит в центре, биополе сильнее, это может разрушить биополе данного человека, принесет ему проблемы со здоровьем и в остальных сферах его жизни. Никогда не фотографируйтесь перед дальней дорогой или поездкой. Лучше сделать фотографию, когда вы уже прибудете на место. Такой поступок притянет к вам проблемы в дороге, а поездка будет не в радость. Особенно если вы фотографируетесь с человеком, который также хотел бы поехать, но у него какие-то обстоятельства, которые мешают ему это сделать. Вас на энергетическом уровне постоянно будут тянуть назад, что не даст возможность во время поездки притягивать нужные в тот момент энергии и совершать определенные действия. Для того, чтобы потом не думать и не жалеть, что ваша жизнь изменилась не в наилучшую сторону, относитесь серьезно к фотографиям, соблюдайте правила, хорошо думайте, нужна ли вам данная фотография, те ли на ней люди, какие у вас отношения. Придерживайтесь, пожалуйста, этих моментов, и вам не о чем будет переживать. И полученные фотографии будут приносить только счастье, радость, и, что немаловажно, друзья, притягивать хорошие энергии. Вы не должны быть грустными на фотографии. Только улыбка, только радость должны быть запечатлены на фотографиях. Если у вас плохое настроение или вы в данный момент не хотите фотографироваться, прислушивайтесь к внутреннему голосу и не делайте этого, иначе такая фотография также будет притягивать негатив.
Старайтесь только фотографировать только радостные, только важные моменты своей жизни. И тогда в вашей жизни обязательно все будет только хорошо и будет все прекрасно. Помните о том, что вы все можете в своей жизни изменить и сделать. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.